Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, действие вечной реальности. В данной теме я показываю, каким образом, когда вы, например, действуете самостоятельно и находите какой-то элемент, предположим, управления, как этот элемент управления, вообще говоря, становится вечным, во-первых, да? То есть ваше действие вечности. И также здесь еще основным контекстом идет такой уровень, что когда вы действуете, вы можете видеть в любой реальности элемент именно вечной составляющей. Тогда достаточно сделать выборку с этой составляющей, и тогда ваше событие управляемо именно в сторону вечного развития. То есть оно благоприятное, как минимум, а также содержит и элементы, например, внешнего управления, где заложена, вообще говоря, информация алгоритма действий. Потому что действие внешней реальности, где реальность именно выражена в виде компонента вечности, значит, здесь этот элемент, он обязательно идущий от действия Бога. Вот проявление вечности реальности – это соприкосновение именно реальности с действием Бога. И получается, что когда вы, например, ставите задачу, какую-то конкретную, да, которая требует решения, то здесь достаточно рассмотреть при любом даже спектре задач, каким образом выделить элемент так, чтобы он, во-первых, стал вечным, то есть вы фактически организовываете конструкцию вечности, где вечны вы, вечна, например, внешняя составляющая мира по отношению к вам. И также вы выделяете вот именно действие внешней реальности, где элемент действия является вечным. То есть фактически вы работаете как в координате формирования вечности из себя, фактически, то есть от себя, но также и стыкуетесь на уровне управления сразу же с динамичным элементом вечности, идущим от Бога. И получается, что вы видите тогда, как Бог дает вам фактически распознать элемент вечности в вашем развитии. То есть элемент распознания очень простой. Действие вечности от вас и встречная структура вечности. То есть векторность действия – это есть везде вечность. Вектор, идущий от вас, вечный, и к вам он тоже вечный, фактически. Ну, в таком в упрощенном варианте. И в данном случае любая система вечности – это многомерная система, поэтому получается, что вы имеете возможность увидеть себя, например, там, в бесконечном будущем развитии, если вы фактически как бы элемент вечности, то есть вектор, идущий к вам, сделаете управляемым и создадите такие условия, что свет, идущий к вам, это также свет, идущий от вас, но как бы в элементе идущего света к вам. То есть вы берете не свой вектор, а берете как бы вектор значит, внешний и уравниваете его в свойствах путем волевого усилия. То есть делаете как бы вектор, идущий назад. Берете, например, отрезок, вот вектор, идущий к вам, и просто рисуете, что в другую сторону он обладает такими же свойствами, да, путем волевого усилия. Как только вы начинаете это делать, вы видите, что ваше тело имеет такую же векторальность. То есть тело устроено так, что свет, идущий от Бога, он также является светом, идущим к Богу. То есть ваша душа фактически реагирует на реальность таким образом, что вы видите, как свойства вашего тела, значит, по бесконечному развитию фактически как бы рождает, создает именно уровень вечности, но уже вне вас, то есть где-то в другом месте, да, например, в предмете, там, в действии. И получается, что когда вы такую конструкцию видите, да, она, в общем-то, может быть несколько такой, в общем-то, несколько, может быть, усложненной, то есть весовые функции данной оптической конструкции достаточно велики, потому что в каждом элементе вот, как бы, внешней оптики данной конструкции есть все ваше физическое тело. То есть вы видите, что ваше физическое тело, но информация имеется в виду, значит, очень в общем-то, как бы не просто такой уровень резерва, да, и не просто уровень, где резервируется
предположим, элемент внешнего света, света Бога или света, идущего от вас, но и ваше тело резервирует фактически собственные функции воспроизводства от соседнего элемента. То есть элемент действия, например, клетки на, например, уровень соседний, это есть элемент, где клетка дает элемент вечности соседней клетки. То есть получается, что мы имеем здесь очень, в общем-то, простую картину, что ли, воспроизводства тела внутри видимой духовной конструкции. То есть вы воспринимаете дух как фактически развитие физического тела. И здесь видно, что переход на духовный уровень, это есть при наличии статичного, вечного физического тела, это есть фактически тоже развитие тела. То есть свой дух собственный вы можете увидеть как развитие своего физического тела. Это на самом деле колоссально важный уровень управления, потому что тогда получается, что вы можете видеть конструкцию собственного духа, исходя из физического тела. То есть не осуществляя, предположим, поиски где-то в отдаленной конструкции управления или не занимаясь только лишь оптическим уровнем восприятия, а все лишь навсего рассматривая структуру собственного тела. И тогда, получается, если вы можете духовную основу собственной личности таким образом воспринять, то вы видите, что от вечного духа, например, также, как следствие, вектор, идущий к Богу, есть ваше вечное физическое тело. И получается, что тело – это тоже путь к Богу. То есть вектор в плане оптики тела – это тоже векторальность, обладающая свойствами, как я сказал, от Бога идущий свет, это есть также и свет, идущий к Богу, но уже от вас. И вот это рождение вашего физического тела в плане рождения биологического, в плане рождения тела Богом, создания Богом, эти понятия, они становятся однотипными. То есть вы видите, что ваше рождение – это есть действие Бога, создание Божие. То есть вы начинаете видеть, что именно действие вечности, ведь вечный Бог действует, создает элемент равенства в рождении и в том, что Бог вас создал. Хотя понятно, что есть, например, биологические родители у детей. Тем не менее, когда вы начинаете вот эту векторальность, знак равенства образно ставить в действии Бога и в действии созданного Богом человека, то получается, что мы можем увидеть, что вся картина мира фактически очень точно контролируется вашим духовным познанием. То есть вы можете увидеть, что элементом действия является ваше знание, но знание духовное. И при этом вы видите, что данное духовное знание переводится фактически на знание телом. То есть ваше тело знающее, вам не надо, например, выходить в какую-то структуру информации, чего-то там долго искать, достаточно только лишь осознать свое тело. То есть тело, несущее всю информацию. Например, физическое тело единого Бога обладает такой способностью, и при этом даже то, что находится возле тела, имеет такие же функции. То есть вечное именно действие физического тела рождает и создает внешнюю реальность, которая обладает такими же функциями именно вечности. То есть это фактически передача, как процесс кристаллизации, передача в следующий уровень свойства первичной величины, бесконечной причем, в единой моноформе. И получается, что когда вы начинаете видеть такую конструкцию управления, то, например, излечение, от 4 стадии рака другого человека, вообще просто излечение. Это есть действие, где вы вводите структуру вечности в любой элемент физического пространства возле вас, и просто-навсего вводите так правильно, так скажем, изначально, духом смотрите, именно духовное зрение в данном случае, четко выработано. Как происходит процесс схватывания этой оптики, похоже опять же на рост кристалла. И у вас начинается развитие оптики от уровня приближенного, например, к вам, в сторону человека, которого нужно или излечить, или нужно сделать норму событийного плана. И вы дальше видите, что эта норма может обладать функциями четкого выхода в прошлое, потому что векторальности там, в принципе, как я сказал, нет, Что вы идете в текущем времени, в такой конструкции,
именно действие вечности, вы же берете фактически элемент вечности в любом событии. А вечность — это все равно бесконечная величина. Там в бесконечном развитии даже на логике вы все равно получаете бесконечное значение любой величины. То есть, если вы видите вектор, то в бесконечном развитии это будет все равно многообразие. И получается, что вы переводите управление фактически, ну, как бы в жесткой, очень жесткой основе. Это все равно, что, ну, есть, например, кварц, да, и вот как будто бы он начинает раздвигаться, вот как бы некая такая возникает трещина в кварцевом стекле или в жесткой горной породе, и вот эта трещина своеобразная, то есть это процесс как бы фактически противоположный созданию кристалла. Но это все-таки не разрушение кристалла. Это не механическое там действие по разбиению, трещина пошла, да, и попала куда-то. Это есть действие по другой структуре кристалла. Свойство кристалла таково, что если есть кристалл, он может же треснуть, да? И вот тогда возникает память человека, то есть структура развития, как устроена память, по сути, вот в действии именно макроспасения, в действии вечности, это есть структура, где есть как бы жесткая кристаллизация информации, а есть, например, ну, бесконечные формы, да, которые воспринимаются на уровне, например, там, ну, каких-то отдельных объемов действий. И чтобы вот память человека была устойчивой в бесконечном развитии, значит, имела, например, структуру такую, что достаточно, например, вспомнить норму, и вы приходили бы сразу же в норму. Вот свойство такое, да, жесткой памяти, свойство вспомнить норму, а значит привести в норму. Как это делает Бог? Он, значит, просто думает, и это и происходит, так скажем, ну, в таком аспекте, позитивно именно. И получается, что вот когда вы в такой жесткой системе работаете, то поиск вот этого пути, да, куда идет вот этот как бы кристаллический некий такой уровень, где ну, как бы должна вот эта конструкция остановиться, да, чтобы получить результат. Вам, это есть фактически развитие вашей значит, души именно в область духовного осознания себя. То есть вы осознаете духом не просто там лично себя, для духа вы и так понятны, в общем-то, в первую очередь, а именно осознание с точки зрения как бы реакции внешней конструкции на вас. То есть как вообще информация внешнего мира, да, воспринимает вас в целом, всего мира. Ну, в данном случае это можно перенести на человека, понять, что он о вас там думает, например, да, и так далее. В случае, если там не как бы выходит за уровень каких-то этических норм там, и так далее. То есть получается, что вы вполне можете четко распознать, например, негативное какое-то действие, возможность негативного мышления, да, в отношении вас, предположим, возможность увидеть структуру будущих событий с точки зрения именно профилактики, да, ну, предположим, там какое-то провести мероприятие, чтобы не было, например, там совершено ну, какой-то катастрофы или там теракта, то есть умение прослеживать как бы отдаленные кристаллы этих систем, да, кристаллические системы вечности дают конкретный путь созидания. То есть там очень жесткая позиция, которая позволяет человеку все-таки распознать систему и идти по ней, как бы опуская какие-то глыбы информации, но которые неэффективны или не нужны. То есть путь совершенно четкий. Ну, например, представьте вот лед, да, и там есть разветвления, некие там, ну, как бы трещины, да, или там фактически трещины во льду. Но в принципе там трещина во льду, если лед толстый, это не разрушение льда, это часто свойство за счет деформации. Разные процессы замерзания, да, если это естественные условия, например. Получается, вы можете идти по этим как бы светлым линиям, линия, да, свет, то есть видеть только свет, именно вечный свет, и получается, что вы фактически достигаете, ну, определенного такого уровня миропонимания, что когда вы идете по таким ребрам как бы жесткости этого мира, где именно вечное развитие, то, во-первых, вы устойчивы, то есть взять тот же, предположим, лед, который треснул где-то, значит, если он треснул, там максимально некое действие, ну, динамика, часто это проявление наибольших сил деформации, некая там система действия. То же самое по аналогии и здесь. Если вы идете тем путем, который наиболее жесткий, наиболее определенный, то вы, получается, имеете в бесконечном будущем, ну,
по крайней мере, в первой итерации, в очень отдаленном будущем, такую же систему, совершенно жесткую и однозначно определенную, как вы имеете сейчас, в текущее именно время. То есть вы можете воспринимать свое будущее практически так же легко и просто, как вы воспринимаете себя. Когда вы выходите на естественный уровень такого восприятия, то получается, что ваше естественное состояние дает точную прогностику, точную систему действий, где вы можете достаточно точно выйти на уровень как бы самоуправления за счет того, что вы где-то не будете реагировать, что-то будете просто обходить, где-то будете преобразовывать, то есть вы начинаете выходить на более как бы экономный, что ли, в действиях уровень, что не обязательно только лишь создавать все время в управлении, а достаточно часто знать, что есть, ну, вот известная конструкция, зачем ее трогать. Ну, есть хорошая дорога, зачем перестилать заново, да? И получается, что когда вы, например, выходите на уровень именно макроуправления, макроспасения, то вот именно действие макроспасения, то есть духовное действие по задаче спасения всех, формирует то, что путь, который, в общем-то, перед вами, он начинает как бы, значит, фактически сжиматься и одновременно удаляться от вас там, где вы видите свое статичное действие. То есть там, где ваше действие является вечным. Вот как вообще взять и определить будущие какие-то события, да, ваши, позитивные, например. Ну, вообще надо определять всегда позитивные события, кстати. Значит, хорошие. То есть, потому что путей-то много, а зачем смысл, да, какие-то себе лишние проблемы иметь, лучше сразу выйти на позитивные события, вот по этой же конструкции. И, значит, когда вы начинаете выходить туда, то вот это жесткое событие вначале имеет статус бесконечной вечности. То есть именно и бесконечной системы, и одновременно вечной. То есть бесконечность — это действие, вечность — это статика. И отсюда видно, что ваше событие изначально находится там вне времени, вне пространства фактически. Вы воспринимаете само просто событие по сути, то есть как бы целиком. Для вас совершенно ясно, скажем, где это происходит. Вы совершенно четко видите себя, ну, в каком-то конкретном месте, знаете даже где, но при этом вы не то, что там смотрите на стены там где-то или каким-то образом воспринимаете как бы периферические системы событий, там помещения, а именно смотрите на вечную суть внутри вас. Фактически вы смотрите вообще-то на себя в будущем, но смотрите в определенную точку внутри, ну, где-то в районе сердца, которая является вечной. И когда вы себя воспринимаете так, вы сразу же слышите там, например, там, свою речь, видите свои какие-то конкретные события и видите, что это событие начинает приближаться. То есть начинает сжиматься путь своеобразный, ну, который идет от события к вам, формируется фактически от вас в будущем, да, дорога к вам сейчас, когда вы находитесь в этом времени, и одновременно отсюда идет следующий луч, как бы вектор в будущее, который уходит как бы в бесконечное будущее. Но если идти по нему дальше, то он заворачивается, превращается в ваше физическое тело. То есть вот ваше физическое тело там, в структуре будущих событий, это и есть структура фактически, в общем-то, та, которая организовывает события. Если уж так задуматься вообще, кто эти события там строит, да? Кроме того, что понять, что они сами по себе во многом, да, как бы складываются. Но если мы хотим понять точность в управлении, данной конструкции управления, то мы должны видеть, что ваше тело там делает в этой будущей конструкции. И вот когда вы начинаете на уровне информации, конечно, имеется в виду ваше физическое тело, в данном случае, когда вы начинаете смотреть, что делает тело, то вы очень четко начинаете распознавать движение. Связь движения вашего тела с событиями сейчас и в будущем. А в будущем опять тело, да? Если вы смотрите издалека, то это как будто вы идет бесконечность луч. Ну, кстати, видно именно как вот луч, идущий бесконечность от событий в будущем. А если начинаете приближаться в сознании, вы видите тело, и луч как бы сворачивается. То вот это приближение действует на вас. Вы видите, что как бы вы ни действовали, вы попадаете в структуру своего физического тела, но смотрите на него как бы изнутри, да, путем духовного зрения, путем света духа своего. И получается, что в каждом элементе духа есть ваше тело, а это уже знание Бога.
Бог дает знания, в том числе и о здоровом физическом теле, значит, в любой точке информации. Как бы прямые знания, которые фактически олицетворены тем, что вы резервируете себе возможность, во-первых, следующего познания, а здесь еще и возникает тот элемент, что вы фактически видите, как Бог, значит, создает для вас реальность именно ту, которая нужна вам. То есть вы видите, что Бог к вам приближен настолько близко, что вот вы хотите построить событие, да, и Он же строит ваше тело, и вы его строите тоже самостоятельно за счет будущего события. То есть получается достаточно в структуре вечности, действия вечности, как делает Бог, смоделировать одно событие, и перед вами есть как дорога туда, так и дорога к вам. То есть это взаиморегулируемая система, и как бы проблем фактически, получается, нет в построении нужного события. И тогда получается, что вы в данном случае должны соблюдать только один принцип фактически, это устойчивость в позиции взаимообмена информации будущего и текущего времени. И вот когда вы начинаете видеть, что обмен происходит правильно, то вы видите, что канал этого обмена фактически это и есть структура вечности в любом элементе реальности, структура вечности в любом действии. И поэтому, когда вы начинаете эту структуру, ну, как бы стараться понять, как она вообще работает, как она преобразовывает информацию, то здесь можно опять прийти к тому, что ваше тело это есть инструмент для исследования, то есть это есть, в общем-то, и объект познания, одновременно вы физическим телом познаете действие. Тогда получается, что неизлечимых болезней действительно нет. То есть вы, получается, можете тело делать, ну, как бы гибким в информации. Потому что исследование внешнего бесконечного мира, и когда мы точно знаем, что тело это есть и инструмент, это есть уровень, так скажем, управления, который способен осознать всю внешнюю информацию, значит, он должен иметь бесконечное количество как бы вообще информации, да, содержать в себе. То есть мы путем системы познания физического тела берем и получаем автономную систему, которая называется физическое тело, но обладающее бесконечной информацией. Но раз физическое тело обладает бесконечной информацией, естественно, тело обладает информацией, например, самоизлечения, информацией нормы событий для себя и так далее. И получается, что когда мы начинаем, например, данные процессы аккумулировать, ну, в своем знании, там, например, выходить на структуру управления, как это вообще применить, данное знание, то получается, что мы имеем здесь достаточно, в общем-то, простой путь в управлении, достаточно внутри физического тела найти процессы, которые наиболее быстрые в оптике, значит, там больше обменных процессов, да, больше информации. И выходить в структуру настолько быстрого обмена, что мы видим структуру вечности. То есть вечное свечение, например, вечного мира, вечной, предположим, там, клетки, или вообще всего вашего тела, но уже вечного. И когда вы начинаете входить глубже, то есть в данном случае вы духом можете найти эту точку в организме, например, да, но когда вы начинаете входить в эту точку еще глубже, вы видите, что дух формирует именно ваше физическое тело настолько быстро, что вы как бы не схватываете вот на логике процесс формирования как таковой. То есть дух тоже создает физическое тело, но очень быстро. И учитывая, что дух это делает, значит, он обладает свойством вечности, то есть действие духа, реальность такова духа в плане вот именно всеобщей реальности, что значит дух фактически осуществляет работу по такому уровню. Душа также, естественно, да, определенным образом строит ваше физическое тело, и вообще тело это просто часть души, там вообще часто нет разрывов. То есть, чтобы визуально, ну, как бы определить в информации просто, где находится информация тела, а где информация души, ну, в плане, например, не физическое тело, то надо настроиться на область, где нет этой разницы. Тогда вы увидите свое тело как продолжение собственной души. Вот когда речь идет о духе, то здесь получается, что дух строит так, что в динамике, в его сверхскоростной динамике, как раз таки и расположена вот эта компонента вечности. То есть дух как бы сам себя организовывает и за счет очень высоких скоростей создает эту компоненту вечности. То есть дух может создать компоненту вечности в любом месте. В то время как душа, конечно, тоже может, и душа, вообще говоря,
в этой статике уже находится, да, то есть можно так сказать, что душа в действии вечности, это может быть так рассмотреть, что душа в действии вечности это более высокое состояние духа, более развитое для данного места. И получается, что чтобы создать мир, например, в нужной точке, нужное действие, обязательно должна быть работа духа по созданию тела, то есть получается физического тела, да, и души как структура, ну как бы фиксирующая, одновременно принимающая действие. То есть душа обладает свойством внешнего, ну как бы внешнего контроля, да, приема некой работы, информации. И если душа начинает принимать ваше собственное действие, то на как бы чем эта душа находится, да, где точка опоры данного фрагмента, да, информации или души. Ведь душа это монолит, тело и душа. Но когда мы придаем функции надзора некого контролирующего, да, уровня, то мы должны этот уровень где-то расположить. Так вот, это и есть уровень, где душа Бога переходит в душу человека. Вот когда, например, душа человека начинает как бы скрепляться в этом элементе с Богом, то получается, есть функции, идущие от неразрывной связи с Богом. И вот когда, например, ну, просветленный человек в неразрывной связи с Богом видит какие-то собственные задачи, да, на духовном уровне они воспринимаются как часто простые, решаемые, или те, которые нужно изменить, да, откуда берутся задачи, действия, или как вообще сделать технологию точно, чтобы не было макроуничтожения для конкретного человека, как он вообще в этом максимально участвует. Он должен видеть свой конкретно собственный путь. Именно даже в задаче спасения всех, но конкретно лично свой, точный причем. Не некое часто это абстрактное действие, а в технологии, где нужно именно понимать, где в реальности есть структура вечности в любом событии, то получается, должен быть абсолютно точный путь. И в связи с этим мы должны видеть, что душа, как оказывается в данной технологии, вполне может находиться в стыковке с Богом, когда вы этого захотите, в прямой, да? И тогда получается, что она вечна, значит, продолжение физического тела тоже вечно, но и более того, душа не совершает ошибок, потому что тело в данном случае, ну, понятно, что это не просто продолжение души, да, в вашем восприятии, но и одновременно уровень познания Бога, да, Бог познает через вас, получается, или там вместе с вами. Но и здесь есть очень важный момент вообще во всем этом, что человеку, получается, не нужно разрушаться, потому что он находится в системе, где вечное развитие, соприкосновение души человека и души Бога, где душа воспринимает тело человека. Но тело такое, что свет, идущий от души, то есть вектор, идущий к вам, это есть также свет, идущий от тела. То есть душа передает свойства вечности телу в данной технологии. И вот мы пришли к тому, что ваша собственная душа создает ваше собственное вечное тело. В данной технологии это выявлено за счет того, что именно векторальность вот, распространения света идентична. То есть мы имеем на сознании, как бы, ну, может быть, на любом, на клеточном сознании и так далее, значит, фактически восприятие как бы некого внешнего события, а как только приходим к сущности, то здесь все едино, ну, так же, как и у Бога. В структуре сущности есть единство действия Бога для всех. И получается, что мы получаем очень гармоничную конструкцию, причем видим, что человек по созданию очень гармоничен. То есть если все светосистемные уровни замкнуть, которые вы восприняли, да, вы получите себя. То есть и фактически вы таким образом можете себя построить на уровне именно гармонии, и более того, вы на уровне духа, вашего сознания наблюдаете, как светится ваша душа, как вообще она работает и как строит ваше собственное тело. То есть вы можете иметь, получается, структуру души внутри себя, при этом видеть все окружающее. Это вообще-то мощный управляющий уровень ясновидения. То есть достаточно эту конструкцию, значит, в себе понять, и спокойно вы сидите и смотрите за любым объектом информации, потому что свет, идущий от вас,
от объекта информации. Ну, как бы здесь даже такое получается сначала действие, что душа переходит в сверхскоростную конструкцию, то есть она начинает приобретать свойства духа при движении к вам, но это четко не структура духа. Там другая конструкция скорость, то есть как бы там движется, но не движется. То есть есть вектор, да? Как сделать так, чтобы вектор не обладал свойствами векторальности? Для этого нужно что сделать? Значит, что как бы функцию движения настолько замедлить, что с одной точки зрения вроде бы вы начали движение, с другой точки зрения движения нет. Тогда нет вектора, да, движения. Вектор — это некое направленное движение. И в данном случае, если вы сознанием очень, ну, как бы далеко отдаляетесь от этого процесса, то сознание начинает контролировать все больше этот процесс. То есть чем вы больше объем информации вмещаете во фракцию своего восприятия, сознание, тем более контролируемый процесс. И получается, что вы вполне можете делать такое управление, что как бы в тренинговом варианте уметь, значит, ну, тренинг — это такое условное, я понимаю, в данном случае речь идет о конкретных событиях мира, но тем не менее это действие системно организовываемое может быть вновь. То есть вы можете организовывать действия столько раз, сколько вы хотите. И получается, что вы, организовывая данное действие по именно системному макроконтролю за действием души, духа, там, даже какой-то другой фракции сознания, да, вы приходите к тому, что вы начинаете видеть свое тело таким, какое оно есть на уровне вашего собственного восприятия. Ну, то есть, конечно, любой человек знает, какое тело, может посмотреть в зеркало там, и так далее. Но в данном случае вы имеете тело, которое видно за счет вашего фактически уже развитого до уровня управления именно духовного видения. Именно видение телом, видение можно сделать душой, да, ну, духом. То есть здесь вы можете видеть уровнем тем, ну, который вы избираете. То есть если вы переходите на уровень просмотра духом, то ваше тело, информация о вашем теле, это может быть просто точка свечения в информации, да, и все известно. Вы здоровы, у вас есть оптимально хорошие будущие события, и как бы нет проблем, да. Но вы видите в этом случае на оптике только одну точку, и вам понятно, о чем речь. Если вы смотрите душой, вы видите все события, абсолютно все, до деталей. То есть настолько точно там видно, что в принципе, ну, конечно, в том случае, которые касаются вас, которые плотно, да, возле вас, там, что конструкция становится такой ясной и явной, что, в общем-то, вы начинаете видеть, что будущие события, они именно благоприятные, они еще более жестко сформированы, чем текущие. И тогда получается, что вам достаточно как бы ухватиться за этот мостик, да? То есть задача вечного развития всего лишь навсего в данном случае заключается в том, что будущие жесткие события, свет, идущий от них, должен обязательно касаться вас сейчас, и все. Возникает тогда вопрос, в какой точке, да, в любой, в принципе. Вы должны видеть свечение, ну, которое греет как бы вас постоянно, да, свет, вот эти вот, ну, некие такие, как похожие на фотоны, значит, которые, в общем-то, обычные причем фотоны, которые вот, в принципе, именно идут на вас. Но дальше вы можете перевести этот так называемый фотонный уровень в обычный свет и видеть, что любой свет, любое действие, любая оптическая система, все, что вы воспринимаете, несет именно вам вечную жизнь. То есть все благоприятно. Вам не надо переживать. Вы приходите в какую-то систему, в какое-то место, у вас все благоприятно, потому что вы так понимаете мир, вы знаете, что он именно такой. Да? У вас нет проблем, вы защищены. Любая внешняя система — это и свет вечности. И что бы у вас на пути не встречалось, это приносит вам благоприятный уровень развития. И получается, что, ну, конечно, как я сказал, надо делать и встречное управление, но тем не менее в данном случае вы имеете очень мощную систему как бы блокирования любых предварительно отрицательных систем. И получается, что за счет этого вы как бы вводите вектор вечности, не даете возможность сформироваться системе отрицательной, потому что у вас есть генератор фактически с бесконечным количеством вариантов. Но так как вы впереди заблокировали некую, ну, систему определили нужную вам,
то вам не надо долго перебирать. Вам достаточно этот генератор подключить к просмотру будущих событий, и все. И у вас любой отрицательный как бы, уровень событий, возможно, он быстренько как бы расформирует за счет того, что здесь-то энергия, ну вот это свечение другое, это бесконечная или величина, созданная уже вами. Таким образом, вы создаете также бесконечную величину, но путем логических действий, путем понимания. И вот когда вы имеете точное знание, то вот эта величина, она действительно становится уже явно бесконечной для вас. И вы видите, что резервы вашего тела тоже бесконечны. То есть вы видите силу собственного тела, где тело обладает свойствами бесконечного развития, бесконечной жизни в полной гармонии с душой. С духом, да, с сознанием. И в данной точке, и в бесконечности. То есть вот вы замкнули будущую линию событий и текущую. Все. Получается вот этот свет, идущий от вас и к вам, и вы видите уже действие Бога. Вы начинаете уже осознанно, точно выполнять задачи, те, которые ставит перед вами Бог. То есть вы идете правильной, значит, да, дороги, у вас правильный путь, и вы тогда начинаете думать, как вот тогда более эффективно помочь окружающим. Да? То есть уровень мышления, уровень доступа начинает быть, ну, скажем так, таким многообразным, да, возникают очень такие динамичные, гармоничные связи, вам становится легко вообще в этом случае работать, да, гибкая система начинается в работе, в действии. И получается, что здесь самое главное, что все системы связи работают правильно, ну, как хорошо настроенный там инструмент, так скажем, да, музыкально, когда мелодия льется точно, правильно, бесконечно, и в данном случае это очень такое чисто, значит, ну, скажем, модельное какое-то сравнение. На самом деле это и есть вы. Вы в гармонии именно точного, вечного развития. И получается, вы просто настроили себя сами. То есть нельзя сказать, что именно только инструмент, но вы же еще и действующее лицо. И более того, вы выбираете себе форму самостоятельно. Так вот, когда вы начинаете думать о том, почему такая форма, то видно, что именно такая форма человека, да, форма тела человека, это есть тот уровень, который позволяет действительно реализовывать именно вот эту гармонию. То есть квинтэссенция гармонии находится в строении, вообще в форме, в первую очередь, тела человека. И вы начинаете эту квинтэссенцию фактически раскрывать. Пусть даже сначала там через структуру вечности, да, то есть вообще иметь вход в тело человека, вообще с точки зрения познания, можно только через структуру вечности. Вы можете пройти через структуру вечных линий развития, ничего другого нет. Тогда вы, во-первых, не принесете никакого вреда в любом случае, значит, и тогда вы поймете, что в теле происходит и как вообще, если нужно там сделать управление по оздоровлению, если это надо, если совершенно здоровое физическое тело, то посмотреть на задачи души, помочь уже душе человека, да? То есть и здесь мы видим возможность осуществления помощи душе человека, духу человека, то есть, ну там, поднять дух есть такой, да? Значит, в данном случае достаточно пройти через физическое тело, и дух можно поднять путем просто инициированного свечения. То есть, ну, взять, например, и сделать более вертикально по отношению к телу, путем прямого как бы оптического управления. И тогда у человека возникает резервность, он там не, ну, перестает там болеть там, или какие-то болезни иметь следующие и так далее. То есть, если вы, предположим, начинаете говорить о действии души, вот разговор души, душа говорит за душой, то есть душевный разговор или духовная сущность действия, да, то вот духовная сущность действия это именно элемент вечности, который соединяет тело, душу и, собственно говоря, сам дух как таковой. То есть здесь можно увидеть даже структуру собственного духа как такового в чистом виде, как бы вот. И получается, что вы начинаете видеть, что это на самом деле очень устойчивая, очень мощная конструкция, обладающая обязательным уровнем достижения событий. Если вам нужно достичь событий обязательно, выделяете структуру собственного духовного действия, как бы, ну, можно сказать так, в чистом виде, то есть фактически это оптика только духа вашего. И достигаете. Дух имеет бесконечные свойства по силовым факторам, по доступу. И тем более, когда вы начинаете видеть, как дух самоорганизовывается по типу там тоже вот именно многомерной, именно как бы неопределенной векторальности, что в любом векторе идет одно и то же свечение, свечение Бога, то тогда
вы начинаете видеть, там, пусть даже отражение уровня, идущих от Бога именно, но от Бога реально. Значит, есть еще ведь все-таки следственная система реальности, есть свечение оптических внешних объектов. Они тоже, конечно, созданы Богом, и, в принципе, через них тоже можно выйти на Бога, но это уже длинный путь. В данном случае я говорю, что вы видите свечение Бога конкретно. И когда вы начинаете это видеть, вы видите, что Бог организовал мир так, чтобы вы видели все системы управления этого мира. Вот ребенок, который рождается на свет, он вначале видит, вообще говоря, все системы совершенно открыто. И когда вы начинаете, ну там, предположим, стараться, как можно посмотреть, как он с момента рождения воспринимает, но у него задачи это часто другие, да, он должен самоорганизоваться, должен вырасти и так далее. Именно когда новорожденный ребенок, то у новорожденного все-таки здесь получается, что именно вот только что он, например, там недавно родился, здесь возникает все-таки уровень сразу решения задачи. И он, зная этот, очень большое количество этих знаний тратит на все-таки самоорганизацию. С одной стороны, да, вроде бы и так все понятно, есть родители и как бы проблем нет, но с другой стороны, ведь здесь как раз-таки срабатывает этот основной принцип, что человек организует всю реальность в том числе. Но вечный человек, то здесь четко проявлен элемент вечности человека, именно в момент рождения. Тогда получается, что прямо, кстати, на оптике видно вот это вот, погранично возле вот кожи свечение в некоторых местах. Если приглядеться, то можно видеть первые там 20-30 минут. На уровне даже физического зрения просто надо знать угол, по таким смотреть. И тогда получается, что когда вы, предположим, значит, уже видите проявление вечности, проявление того, что ребенок, например, да, обладает свойствами вечности, то вы видите, что в принципе в течение жизни у вас эти, вообще говоря, способности, эти элементы, они только увеличивались. То есть у человека всегда идет увеличение, то есть резервирование мощности своеобразной, там, улучшение там, параметров этого процесса, да, большая динамичность. То есть опыт — это не только то, что вы приобретаете путем там, некой деятельности, там, да, некого восприятия, но это есть синхронное развитие разных систем в этом мире. Ведь эти разные системы, они все-таки синхронизируются, они не просто так существуют. Часто они как бы значимы в плане всеобщего развития. И вот эта вот система всеобщих фактически коммуникаций, так скажем, да, на уровне информации, это есть и проявление физического уровня, и проявление информационного, и поэтому вот здесь вот основным уровнем является также выявление элемента вечности в действии, но в действии коллективном. То есть, если в данном случае я говорил в большей степени о том, что есть какие-то элементы по отношению к человеку, то здесь возникает задача фактически формирования элемента вечности за счет коллективного действия. И при этом любой элемент информации должен в этом фактически участвовать. И получается, что здесь тогда очень четко и очень динамично проявлена очень простая характеристика. В этом элементе можно сделать так, чтобы не закладывать, например, информацию болезни. То есть, если рассмотреть вот действие моего цифрового ряда, какого-либо из, по, например, восстановлению здоровья, оздоровлению, то часто ряд всего лишь навсего в этом аспекте как бы вводит информацию, собственно говоря, самого себя в плане макроспасения, и там нет места просто для болезни, просто нет в системе коллективного сознания. Человек, когда несколько раз туда обращается, он как бы лично в своем восприятии эту болезнь какую-либо, да, ее выдвигает, то есть замещает ее для начала, например, рядом, а потом он может использовать это место для реализации собственных там задач. И получается, что как люди, например, взаимодействуют, так и получается их будущее развитие. Так вот, элементом статичности этой конструкции является именно всеобщее спасение. То есть действие, когда каждый человек спасен, каждому дана гармония вечного развития, и при этом вот платформой данной вечности является как вечность как таковая, собственно говоря, да, в идеологии человека, так и в принципе физическое тело человека, но уже вечное там в бесконечности. И получается, что когда мы
ну, видим эту бесконечность, то мы видим, что мы же сформировали элементы бесконечности уже здесь самостоятельно путем логического мышления. То есть знания, получаемые логически, превращаются в знания физического плана. Знания реальной физической вечности в данной конструкции управления. А ведь начали мы всего лишь навсего с того, что мы как бы, как из отдельных кристаллов там выкрапывали там какие-то элементы, кусочки вечности, да, пришли уже к вечному развитию, которое зависит, вообще говоря, от нас. И более того, мы можем это сделать путем просто обычного мышления даже. И когда уже мы начинаем идти дальше, да, в этой системе, то здесь оказывается, вот почему нужно обязательно оздоравливать, ну, вообще говоря, всех людей лучше, но, по крайней мере, кого вы хотите, при любой возможности, да, первый же папаша. Почему нужно идти именно вот к вечному развитию, или вести вот управление к уровню, скажем, такому, что каждый элемент это и есть вечное развитие. Потому что здесь возникает уже интеллектуально, то есть контролируемая вами и другими людьми фаза управления, где передача, обмен информацией это и есть вечность. То есть вот само действие это уже вечность, это уже конструкция, которая фактически несет в себе уровень, ну, как бы коллективного разума, это одно, но здесь еще есть ваш личный уровень управления, который реализуется в условиях всех других людей, в условиях, ну, именно взаимодействия любого другого объема информации. То есть вы можете здесь быть уверенными, что ваше личное действие свершится, нужное для вас, позитивное для всего мира в данном случае. И в том случае, когда вы находитесь в любом количестве там, людей, например, да, в каком-то действии, в коллективном, я имею в виду в любом, то есть вот есть именно задача, например, общей сферы информации, там все люди, и вы как бы внутри, да, этой сферы, и уже точно знаете, что ваши дела реализуются. То есть вы не вступаете там в какой-то конфликт, это вот именно очень мощная антиконфликтная система. И вы можете, например, путем даже механического движения данной сферы просто расформировать конфликт, вам не надо там, ну, вообще говоря, к нему приходить даже в данном случае, потому что ведь это действие, это и есть управление и будущего, и управление, вообще говоря, прошлого, да? И поэтому, когда вы делаете управление прошлого, то есть прошлыми событиями, или управление прошлым через, например, структуру будущего, то вы можете еще такой аспект определить. Есть же ваше более раннее управление, которое тоже можно назвать управление прошлого. Вы в прошлом что-то делали. То вы в текущем времени можете рассмотреть, как вообще данное управление выросло, да? Как этот кристалл, собственно говоря, в пространстве информации времени развился до текущего времени. То получается, что вы можете исключить понятие ошибочных действий в своих действиях. То есть вы можете, в принципе, выровнять предшествующую систему до уровня нормирования в текущем времени и управление прошлого, то есть то, что произошло в прошлом, вывести на уровень текущей задачи. То есть берете какую-то каноническую форму, да? Например, реализуете какой-то свет, идущий, предположим, от вас, ну, в виде там элементов зрения, то есть вы смотрите на какую-то, ну, конструкцию любую, там вот у вас что-то находится на столе, можете представить, да? В данном случае, кстати, лучше даже представлять какой-то объект несколько раз и зафиксировать в памяти. И затем увидеть, что зрением как бы прошлых событий, когда вы можете войти, ну, в структуру прошлого или до какого-то события, увидеть этот же объект. То есть вы, во-первых, сделали, в общем-то, ментально, логическое действие, представили какой-то объект, я могу представить фигурку там медведя белого, предположим, да, а могу, в принципе, ну, любой человек может что угодно представить. И затем, как вот из прошлого я бы увидел этот объект. То есть я как бы стираю опять векторальность, то есть хочу одно и то же, да, где нет вектора времени. Как только я это улавливаю, у меня есть мощный механизм именно всеобщего контроля. Прежде всего, это исходит из вектор, идущий от вас, контролирует ваше собственное физическое тело. То есть вы здоровы, причем абсолютно, здесь можно так сразу ставить управление, и этого вполне добиться можно, или просто вы являетесь здоровым. Значит, и при этом вектор, идущий от вас, еще и вас и восстанавливает, да, он вас организовывает, то есть, ну, оздоравливает, еще
обязательно вы добьетесь именно гармоничного статуса реализации будущего события, или там, всех будущих событий. А в данной практике поэтому нужно именно работать в системе именно такой всеобщей реальности, где есть самосознание этого действия. Проще говоря, это, вообще говоря, очень естественная система управления, где уровень управления практически мало отличается, просто за счет того, что вам более комфортно, вы более гармоничны, но фактически вы просто как бы делаете действие и его достигаете. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.